Я приветствую всех гостей и подписчиков своего канала. Спасибо вам большое, что вы комментируете, за то, что вы вовлечены в наши обсуждения с разными экспертами и спикерами. Мой сегодняшний собеседник – это Андрей Николаевич Илларионов. Андрей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Андрей Николаевич, новости с передовой, радуют всех украинцев. Три села по направлению к Херсону, в Херсонской области, с Криворожского так называемого направления официально взяли. Это и Золотая Балка, и Любимовка. Также есть движение на востоке, на Донбассе, движение вперед, ближе к Лисичанску. И все это снова-таки ввергает в шок там этих пресловутых преснопамятных военкоров. Снова начинается охота на ведьм в Российской Федерации на фоне успеха вооруженных сил Украины. Я хочу задать сразу важный вопрос. Скажите, этот успех – это перелом или, собственно, мы добиваем и подчищаем хвосты, то есть старые планы и старые задумки, те, которые имел Залужный, Генштаб, сейчас просто реализуются, и, скажем так, процентное соотношение успеха мы просто подтягиваем к максимальному, а перелом случится дальше. Что вы скажете? То, что вы затрагиваете, является, наверное, одним из самых важных вопросов и наиболее активно обсуждавшихся последние несколько месяцев. В том числе вопрос о том, есть перелом, нет перелома, есть ли коренной перелом, когда он начался и как мы об этом можем судить, если он начался. В конце июля, в начале августа я участвовал неоднократно в обсуждениях этой темы, и в том числе и даже в неких дебатах, и говорил о том, последний раз, по-моему, 12 августа, что пока признаков перелома, и тем более коренного перелома, я не вижу. Если же он появится, то, безусловно, об этом скажу. Скажу именно тогда, когда появятся качественные и количественные подтверждения такого перелома. Понятно, учитывая характер военных действий, узнать о том, случился ли перелом или не случился. Если случился, то когда и с чем именно это ассоциируется, мы можем только постфактум, по прошествии некоего времени. Это невозможно сказать в процессе самого события, но в силу понятных причин. Сейчас, учитывая все то, что было сказано, у меня складывается впечатление, что перелом действительно произошел. Пока мы не можем сказать, коренной это или не коренной, поскольку война – это очень непредсказуемое, пожалуй, самое непредсказуемое событие в человеческой жизни, поскольку здесь сталкивается противоборство двух сил, двух воль, двух потенциалов, каждый из которых до конца не ясен по своим масштабам, по размерам, по энергии. Что бы мы ни говорили, мы не знаем в полной мере ни масштабов потенциала энергии ни украинской стороны, ни российской стороны. Более того, даже руководство и с одной стороны, и с другой стороны до конца этого не знает. Потому что только дальнейшее развитие событий и мобилизация дополнительных сил, ресурсов, инструментов, вооружений, союзников, новых технологий может приводить к заметным, существенным, иногда и радикальным изменениям соотношения сил. Поэтому в любом случае это процесс. Тем не менее, сказав все это, у меня складывается впечатление, что действительно, по крайней мере, оперативный перелом, пока не скажу, что стратегический, но оперативный перелом в военных действиях произошел. Когда он произошел? Он произошел, судя по всему, в конце августа. По моим данным, это получается примерно в период 21-25 августа. Обращаю внимание, что это произошло как минимум за 2 недели до хорошо известного, сильно популяризированного и заслуженно популяризированного наступления в Харьковской области. То есть тогда, когда никаких заметных изменений линии фронта еще не происходило. А что же произошло?
совершенно верно. Абсолютно правильный вопрос. Что же произошло? Важнейшим вопросом в длинной войне, в долгой войне, то есть не в войне Блицкрига, та стадия, которая наблюдалась на этой стадии с 24 февраля по конец марта. После этого, после этой первого периода, этой последней стадии российско-украинской войны, война перешла в стадию войны на истощение. Длинной, долгой войны. Об этом много говорилось разными авторами. Мы с вами тоже об этом неоднократно говорили. Вот примерно с конца марта война перешла в русло войны на истощение. А в войне на истощение действуют немного другие правила, чем в условиях Блицкрига. Если в условиях Блицкрига можно одержать победу, даже действуя относительно небольшими силами по сравнению с противником, обладая большей огневой мощью, динамичностью, мобильностью, организованностью, используя разнообразные трюки, обманные действия, мобильные действия, и даже меньшими силами можно одержать победу над более крупным, более сильным противником. Тому немало примеров в истории. А что же касается войны на истощение, когда основные, скажем, параметры противника достаточно хорошо известны обеим сторонам, то в условиях войны на истощение важнейшими параметрами являются наличие самих этих потенциалов, наличие этих сил, их качественное и количественное наполнение. Далее очень важная вещь. Скорость, с которой происходит, прямо скажем, уничтожение сил противника. И не только в абсолютном значении, но и в относительном, то есть сравнительно. Уничтожение каких сил происходит быстрее по сравнению друг с другом. Первые 6 месяцев войны. У нас есть некоторые представления, у нас нет данных, то есть у нас есть некие данные, подтвердить которые полностью мы не можем. То есть у нас есть данные Генштаба вооруженных сил Украины, которые дают свои оценки ежедневно. Мы их, естественно, используем. Тем не менее, мы понимаем, что в условиях тумана войны эти оценки могут быть неточными. И, я думаю, сам Генштаб ВСУ это тоже понимает. Тем не менее, он сколько можно дает свои оценки. А мы знаем оценки западных разведок, которые существенно ниже, чем оценки Генштаба ВСУ. Но к этим оценкам тоже есть немало претензий. Мы не раз видели, как эти оценки являлись искажающими реальную картину дела, прямо скажем, манипулятивными, и мы даже знаем, кто и зачем это делал. Оценкам, естественно, со стороны России верить нельзя от слова совсем. Они не имеют никакого отношения к действительности ни в абсолютном плане, ни в относительном, ни с точки зрения динамики. Этим данным доверять ни в коей мере нельзя. Но вот есть данные, которые дают военные эксперты, не связанные ни с Украиной, ни с Россией. А вот есть, например, есть немало таких военных экспертов, наиболее уважаемым сейчас точно в условиях этой войны является база данных, разрабатываемая группой экспертов под названием Oryx, которые дают оценки об уничтожении боевой техники сторон, независимо ни от российской стороны, ни от украинской стороны. Они сухо, методично, безэмоционально сообщают только те случаи уничтожения, повреждения, захвата, оставления той техники, которая подтверждена фото и видеоматериалами с геолокацией и с точной датой и временем обнаружения того или иного объекта. То есть на каждую единицу техники составляется паспорт, что позволяет не повторяться, не иметь двойного счета, получается достаточно объективная, скорее всего, не полная, то есть точно не полная, но достаточно объективная картина того, что происходит на поле боя. Так вот, эта база данных Oryx цена не только тем, что она дает абсолютные цифры, по крайней мере, того, что
им стало доступным, известным и так далее. Но самое важное, пожалуй, является соотношение. Соотношение потерь боевой техники с одной стороны и с другой. И вот, если мы посмотрим на то, что было в начале этой войны, соотношение потерь по этой данной боевой техники составляло примерно 3,5 к 1. То есть на одну единицу потерь украинской боевой техники приходилось 3,5 единицы боевой техники, потерянной с российской стороны. В отдельные моменты эта цифра снижалась до 3, а в период мая-июня наступления российских войск на Донбассе, вот как раз тогда, когда российские войска штурмовали Северодонецк и Лисичанск, и в конечном счете заняли, а это соотношение опустилось до 1,3 к 1. То есть это означало, на каждую единицу потери боевой техники с украинской стороны приходилось лишь 1,3 единицы боевой техники с российской стороны. В дальнейшем, к концу июля, это соотношение вновь поднялось до 3. Ну вот если мы возьмем эти цифры за примерно 6 месяцев, то есть с начала военных действий 24 февраля до конца августа, то в среднем за весь этот период, не беря разные периоды, получалось примерно 3,5 к 1. А с колебаниями, вот этими с колебаниями чуть больше, чуть меньше, в том числе довольно сильное проседание в июне во время битвы за Северодонецк и Лисичанск, но в целом 3,5 к 1. С одной стороны, эти цифры свидетельствовали и свидетельствуют о заметно более высокой эффективности деятельности вооруженных сил Украины. То есть, ну, грубо говоря, как минимум в 3 раза, допустим, эксперты базы Oryx не полностью, не точно оценивают потери украинской стороны. Это возможно, потому что все-таки боевые действия происходят на украинской стороне, и украинская сторона предпринимает, конечно, особые усилия для того, чтобы не раскрывать свои собственные потери и, наоборот, не скрывать потери российской стороны. И с этой точки зрения возможно, что потери украинской стороны недооцениваются нейтральными или сторонними наблюдателями. Это вполне понятное отношение. Таким образом, возможно, это соотношение не 3,5, а 3 к 1, и может быть немножко ниже. Тем не менее, это говорит о том, как бы то ни было, что качество, эффективность военных действий с украинской стороны заметно выше, чем российских войск. И это, безусловно, плюс. С другой стороны, есть сам по себе этот факт для оценки успеха в долгосрочной перспективе является, скажем, недостаточным. Почему? Потому что если идет действительно большая, длинная, долгая война на истощение, то тогда ключевой вопрос заключается в том, чьи военные ресурсы, военная техника, личный состав, боеприпасы уничтожаются быстрее по отношению к тому потенциалу, какой сторон был на начало войны. Вот как бы для того, чтобы наши зрители и слушатели получили представление, проще всего сравнивать людские потенциалы агрессора и жертвы агрессии. До начала войны, начала последней стадии войны, население России официально называлось 146 миллионов человек. То есть к этому надо добавить там примерно, видимо, около 3 миллионов людей, находившихся на территории ЛНР, ДНР, кто активно участвует в боевых действиях. То есть на самом деле порядка 149 миллионов. Плюс к этому за первые месяцы войны была занята территория Украины площадью до 20% от территории Украины, но сюда включается и Крым, и оккупированная часть Донбасса. То есть на этой территории еще находилось, если учесть вот те, кто успели уйти, ну, наверное, еще 7-8 миллионов человек. Таким образом, демографический потенциал агрессора, резервуар, из которого он может черпать людские ресурсы для ведения военных действий, составлял порядка 150-156 миллионов человек. В то же время оценка населения Украины до начала этой стадии войны составляла 37 миллионов. Ну, по оценкам, которые предоставили власти Украины незадолго до начала вот этой стадии боевых действий. Понятно, что вот
20% территории оказались потерянными, часть людей уехала за границу, несколько миллионов человек. Некоторые уже вернулись, но некоторые продолжают оставаться там. Возникает оценка, а какова численность вот того демографического ресурса, который находится на неоккупированной украинской территории, с которой можно черпать, собственно говоря, людской ресурс для ведения военных действий. В общем, учитывая все факторы, видимо, это речь идет примерно о 30 миллионах человек. Может быть 31, может быть 32. Таким образом, соотношение демографических потенциалов составляет примерно 5 к 1. На стороне России, плюс оккупированные части Украины, включая Крым, Донбасс и южные территории, там, где агрессор может черпать демографические ресурсы, где он черпает, как мы знаем, по ситуации в ДНР и ЛНР и в Крыму. И на украинской стороне, соответственно, такая же. То есть 5 к 1. Поэтому, если происходят боевые действия, даже с перевесом в украинской, в пользу Украины, а со счетом 3,5 к 1, даже не будем делать там поправок на точность или неточность этих оценок, то это означает, что даже при более высокой эффективности ведения военных действий с украинской стороны, соотношение остающихся потенциалов медленно меняется в пользу агрессора. Потому что стартовое положение 5 к 1. Соответственно, в каждую единицу времени, если на единицу потерь с украинской стороны происходит 3,5 единицы с российской стороны, то в каждый следующий период тот разрыв потенциалов, который был на начало военных действий, и, скажем, через месяц, через 2 после начала военных действий, этот разрыв начинает медленно увеличиваться, не уменьшаться. Это просто чистая арифметика. И поэтому, при всем уважении к тому, что происходило на линии фронта, само это соотношение, тем не менее, давало основание, очень серьезное основание для беспокойства. Потому что в краткосрочной войне это не столь важно. А вот долгосрочно, если агрессор рассчитывает на долгосрочную, многомесячную и тем более многолетнюю войну, такое соотношение сил приводило бы к тому, что Украина, обладающая меньшими абсолютными ресурсами, скажем, теряла бы эти людские, военные и прочие ресурсы относительно быстрее, чем это теряла бы Россия. Это, еще раз скажу, представляло очень серьезную опасность. Вот эта ситуация продолжалась до конца августа. До конца августа, а точнее, вот, по крайней мере, по нынешним данным, какие у меня есть, начиная с 21 августа эта ситуация изменилась. И с 21 августа, вплоть до вчерашнего дня, последние данные, какие у меня есть, до 2 октября, вот это соотношение, которое было раньше 3,5 к 1, сейчас поднялось до 7,7 к 1. То есть вот в последние 40 дней это 7,7 к 1 в целом по потерям техники, я иду именно по технике. А если же мы разбираем эту технику на какая уничтожена, повреждена, брошена, захвачена, там соотношение будет немножко ниже, там получается 5,4 к 1. Почему это важно? Потому что в захваченной технике нет людей. А в поврежденной, уничтоженной с высокой степенью вероятности там находились экипажи танков, БМП, БТР, артиллерийские расчеты, спецтехника, траки, грузовики и прочее. Следовательно, как только вот это соотношение перешло величину 5 к 1, а сейчас оно перешло, стало 5,4 к 1, это означает, что в каждую единицу времени на единицу уничтоженной техники, потерянной техники с украинской стороны приходится более чем 5 единиц техники с российской стороны. Поскольку соотношение военнослужащих на одну единицу техники примерно стабильно, что понятно, оно разное бывает, там, на танк, на БМП, на БТР, на артиллерийское орудие и так далее, но оно примерно стабильно для каждой армии. Причем российская армия более механизирована, в ней больше автомобилей и больше мобильных средств, чем в украинской армии.
то, соответственно, это соотношение с точки зрения перевода на личный состав, скорее всего, выше. То есть это будет не 5,4 к 1, возможно, 6 к 1 или даже 6,5 к 1. Но, по крайней мере, если мы берем только по технике, то это означает, что в этих условиях каждая единица времени, каждый день, каждая неделя, каждый месяц приводит к тому, что соотношение потенциалов меняется, и разрыв между потенциалом российским, потенциалом украинским сокращается. И вот это действительно качественное изменение в войне, которого не было в течение первых 6 месяцев. Завершая вот эту часть, она пусть была длинной, но очень важной, можно сказать, что если такое соотношение потерь боевой техники, которым нам сообщает база данных Oryx, будет сохраняться, и вооруженные силы Украины смогут сохранить это соотношение выше 5 к 1 в последующее время, это означает гарантию конца вооруженных сил России. Потому что независимо от того, сколько бы не было бы мобилизовано новых людей, неважно какого качества, высокого, низкого, сколько бы ни было переброшено сюда техники в Украину, на фронт, какие бы средства они ни пытались использовать, это означает, что вооруженные силы Украины успевают уничтожить гораздо больше с российской стороны вооруженных сил и техники относительно потенциала российского, чем они сами теряют в результате этих боевых действий. На самом деле, вот это первый предвестник, это не гарантия, но это предвестник серьезного поворота в характере боевых действий. Да, вы знаете, это очень здравый подход. В каком смысле здравый? В том, что он основан на науке, математической. Это такая своеобразная алгебра того, что происходит. И вот это действительно важно посмотреть вот немного под другим углом на вот этот перелом, что мы воспринимаем это слово как эмоциональное, какое-то событие, нечто, что-то должно произойти. А на самом деле, все немного глубже и аналитичнее. Андрей Николаевич, я хочу вот из эмоционального. Понятно, что это достаточно такой попсовый вопрос, но вы в ответе выше многое объяснили, но не объяснили сути того, что происходит во время наступления вооруженных сил Украины и освобождения тех или иных населенных пунктов. Мы уже привыкли, и, наверное, это хорошо, к информационной гигиене и о том, что есть сухие сводки со стороны Украины и есть там не распространяться шибко указания от самого верха. Но привыкли к тому, что украинцы получают некое удовольствие, когда там перелистывают телеграм-каналы военкоров различных российских и разные вот такие мнения, с той стороны. И здесь не про Гиркина и Стрелкова, здесь про именно людей, которые работают на месте, на земле. Так вот, объясните феномен вот этот. Объясните. Превосходящие силы противника, пишет российский военкор. Превосходящие. Так получается, они и здесь превосходящие, в районе Донбасса, у Красного Лимана, которые освободили. Они превосходящие и в Херсонской области. Возникает у меня два логичных вопроса. Первое, а куда же делись те силы, которые были? Это, в принципе, предсказуемый ответ можно получить на этот вопрос. А второе, а чем занимается Генштаб Российской Федерации, когда по 2 недели есть сообщение о том, что вот сформируется какой-то ударный кулак украинской армии и будут атаковать вот здесь, и они берут, собираются и атакуют вот здесь. Это неспособность командования, это вот эта старая поговорка, помните о том, что русские сильны резервами, но слабы командованием. В чем дело? Давайте разбираться последовательно по каждому этим пунктам. Первое. Преимущество в численности. Да, оно есть на украинской стороне. Бесспорно. Его не было в начале действий, в конце февраля. Судя по реконструкции событий на 24 февраля,
численность российской группировки, которая была сосредоточена на российско-украинской границе, в оккупированном Донбассе, в оккупированном Крыму и на территории Беларуси составляла 220-230 тысяч военных с российской стороны. А с украинской стороны число военных, находившихся под ружьем, и по терминологии военных на броне, по крайней мере, такую частую формулировку я регулярно слышу от наших военных коллег, составляло 120 тысяч. Таким образом, на начало вот этой стадии российско-украинской войны наблюдалось преимущество российских войск над украинскими войсками, реально вот находящимся под ружьем, и не просто под ружьем, а вот с автоматом в руках или на броне, примерно 1,7 раза в 1,7 раза превышение, 1,7 к 1. А ответ украинского командования и украинских властей, как мы знаем, был совершенно правильным, в этом смысле немедленным. Мобилизация людей, вооруженной силы и практически эти цифры затем были неоднократно названы министром обороны Резниковым и Зеленским и другими представителями руководства. Их оценки, мы можем только пользоваться теми оценками, которые они предлагают, вооруженные силы Украины по своей численности достигли 700 тысяч человек. А с другой стороны, с российской стороны, мы знаем, что сейчас потери, безвозвратные потери, имея в виду и убитые, и раненые, и потерявшие боеспособность, и попавшие в плен, пропавшие без вести. Вот если учесть все вместе, видимо, это будет не менее 100 тысяч человек. Возможно, больше, но не менее точно 100 тысяч человек. И за вот эти 7 месяцев удалось привлечь российскому Генштабу, опять-таки, из других частей на территории России или за пределами России, Сирии, Нагорного Карабаха, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, откуда других мест, или там дополнительные добровольцы, дополнительные части Росгвардии, или из Чечни, или мобилизация в Донбассе. Оценка, видимо, дополнительно привлеченных сил порядка 200 тысяч. То есть примерно столько же привлечено, сколько было в начале этой операции. Таким образом, вот по состоянию на середину лета численность российской группировки составила порядка, видимо, 330 тысяч человек против 700 тысяч с украинской стороны. Таким образом, чисто по численности украинские вооруженные силы примерно в 2 раза превышали, вот, скажем так, на середину лета российские войска, участвующие в боевых действиях. То здесь важно иметь в виду не только численность, но и качество подготовки этих вооруженных сил. Понятно, что те силы, которые были привлечены российской стороной, это люди, уже получившие военное обучение и образование, по крайней мере, большая часть. Будем брать там мобилизованных в Донбассе, но вот из других мест это были, в общем, профессиональные части, которые находились вот на военной службе в предыдущее время, и даже многие из них участвовали в боевых действиях. То есть это были подготовленные части. Но в течение вот этих 7 месяцев плюс украинское руководство, судя по всему, занималось активно, энергично подготовкой вот этих дополнительно примерно 600 тысяч новых военнослужащих, некоторые из которых имели опыт ведения военных действий, некоторые не имели этого опыта. Вот в течение этих месяцев и недели месяцев многие из этих людей получили подготовку, получили тренировки, военное образование, обмундирование, вооружение, как на территории Украины, так и за пределами Украины. Мы знаем, например, британцы готовят, поляки готовят, немцы готовят, некоторые другие страны готовят, но об этом публично не сообщают. Таким образом, вот эти 6-7 месяцев
с начала новой стадии войны украинское руководство использовало прежде всего для подготовки большой, крупной армии, крупных вооруженных сил, для подготовки личного состава. И вот, возможно, одним из объяснений того, что началось примерно с 21 августа на фронтах, является появление на линии фронта гораздо более многочисленных подразделений и частей вооруженных сил Украины, которые превышают российские войска не только по численности, это важный параметр, вне всякого сомнения, но еще важно, что они превышают российские войска по эффективности, по качеству ведения военных действий. Вот те цифры, о которых мы с вами чуть выше говорили, об изменении, очень заметном изменении соотношения потерь, переход от 3-3,5 к 7,7 по общему количеству потерь боевой техники, и даже если мы говорим о чисто уничтоженной технике, к 5,4, это очень заметное изменение по сравнению с теми трендами, которые наблюдались до того. Это свидетельство того, что качественно изменилось поведение ВСУ. Просто оно просто заметно. Это значит, что ВСУ сейчас пользуется обсуждать чем? Оружием новым, технологиями, методами тактическими действиями, методами оперативной работы, разведкой. Это можно разбирать, и, видимо, соответствующие специалисты, кто детально знаком с тем, как ведут действия вооруженных сил Украины, дадут более подробный ответ. Мы же со стороны, кто не вовлечен непосредственно в управление войсками, не знает там деталей этих, можем судить о том, что это произошло, по результатам. Результаты – качественные изменения, то есть изменение соотношения потерь, грубо говоря, в 2 раза. Для такого рода действий это очень существенный, очень заметный, качественный перелом. Ну и что касается Генштаба Российской Федерации, на которого сейчас летят шишки, находят крайних, там Кадыров говорит, это Лапин, дальше тень на Герасимова, а что Шойгу, ну и то есть как понять, что там происходит? У них шок, паника и не понимают, что делать? Но, видимо, должно разделить. Я думаю, что вот эти заявления, которые были сделаны, мало ли кто что делает, какие заявления. Но дело в том, что кто как разносит эти заявления. Поскольку эти заявления были разнесены кремлевскими средствами массовой информации, то это основание предположить о том, что, по крайней мере, Кремль был заинтересован в том, чтобы разнести эти сообщения. То есть это, возможно, за этим стоит кампания, условно, в кавычках, огонь по штабам. Для каких-то целей Кремль, какая-то его башня в лице руководства администрации считала нужным, необходимым для того, чтобы заклеймить позором, в кавычках, или там совершить такую агитационно-пропагандистскую атаку на генералитет. Возможно, в том числе и в качестве, скажем, ответа на распространяющиеся время от времени слухи о возможности силового изменения политического режима в России. Я не хотел бы в это сейчас влезать, потому что мы этого не знаем. Мы видим только самые вершинки айсберга, даже вот просто какие-то, так сказать, снег, сметаемый метелью с вершинки айсберга, не говоря уже про вершинку айсберга, не говоря уже о его основном корпусе. Но мы видим, что просто такие вещи не происходят в таком режиме, каким сегодня является российский, случайно. Гораздо более важным для нас с точки зрения ведения военных действий является попытка реконструировать характер мышления российского Генштаба, то, о чем вы вначале спрашивали. И складывается впечатление, что когда Генштаб столкнулся с потерями, реальными потерями российских войск и с реальными потерями украинских войск, потому что реальные потери они все равно считают. Одно дело, что они выдают на публику, а другое дело, чем они пользуются для своих оценок.
И, в общем, у них все-таки есть более или менее реалистичное представление о соотношении потерь. И они не могли не видеть и не знать о реальном соотношении потерь. Поэтому мы видели, как, например, в апреле, еще в апреле, раздавались очень много голосов, раздавалось от необходимости проведения мобилизации. И мы помним, как все ждали 9 мая, полагая, что именно по случаю 9 мая Путин под воздействием давления военных объявит мобилизацию. Как мы знаем, этого не произошло. Можно опять-таки высказать разные предположения, почему Путин на это не пошел, почему не дал согласия на эти требования генералов военных, чем он руководствовался, политическими, моральными или там, дипломатическими, или какими угодно соображениями, это не имеет значения. Но военные, которые требовали тогда в апреле мобилизации, они отдавали себе отчет в том, что вот эта мобилизация, которая проведена в Украине, и которая привела к увеличению ВСУ до 700 тысяч человек, а со всеми другими подразделениями, организациями военизированного характера в Украине до 1 миллиона человек, что это та сила, которая по получению необходимого образования и тренировки будет представлять несопоставимо более серьезную угрозу для российских вооруженных сил, с которой им будет невозможно справиться. Именно поэтому они требовали этой самой мобилизации. У них это не получилось. Опять-таки мы не знаем окончательно по каким причинам. Путин этого не дал согласия. Он оттянул это решение о мобилизации на 4 с лишним месяца, до 21 сентября. Он объявил вот эту самую частичную мобилизацию, которая, возможно, даст результаты, но результаты он может дать, если, например, она осуществляется по той же схеме, по той же технологии, как это сделано в Украине, она даст результаты через несколько месяцев. То есть этих людей, по крайней мере, которые сейчас мобилизованы, нужно направить на базы, на полигоны, нужно их тренировать, их нужно воспитывать и давать и оружие, обучать, слаживать и так далее. То есть, если возьмем даже ту же самую сроки для подготовки, то потребуется 6 месяцев для того, чтобы подготовить части примерно такого же, как бы относительного качества, как и украинские. Это невозможно будет сделать сегодня, завтра, через неделю, через месяц. Этих мобилизованных можно бросить, конечно, на затыкание дыр на линиях прорыва украинских войск, но только для того, чтобы их положить там. Потому что реального сопротивления они, конечно, оказать не смогут. Но Путин же это понимает. Я думаю, что Путин объявил эту мобилизацию до конца. Мы тоже как бы опять-таки пытаемся реконструировать его подход. Я думаю, что он это сделал из 2 главных соображений. Первое соображение – это для того, чтобы успокоить, как бы так сказать, милитаристскую часть российского общества, тех же самых военных, что наконец-то вот я следую вашим советам, и наконец то, что вы меня просите, я это делаю. Ну, вы извините, что я так засмеялся, но вот он ничего себе успокоил. Полстраны, 260 тысяч уже уехало, и сколько, скажем так, все российское общество будоражит эта мобилизация, когда без зрения, без руки, ну, без руки это перегиб, но больные, хромые и всех подряд, собственно, собирают, потом героически отстаивают право там человека, не подходящего под мобилизацию, уйти от мобилизации и делают на этом великое, скажем так, благое дело. То есть, ну так вот, то, что успокоило военных, получается, всколыхнуло вообще всю Россию. Продолжайте, пожалуйста. Вы знаете, давайте мы к этому вернемся, если необходимо обсудить воздействие этой мобилизации на внутриполитическую ситуацию в России. Но давайте вначале все-таки завершу второе соображение, какое, с моей точки зрения, являлось даже более важным, чем первое. То есть первое, как еще раз скажу, что возможно это был некий ответ военным, что вот вы хотели, я это все-таки это сделал. И смотрите, что получилось. Например, вот то, о чем сказали вы. Он говорит, вот я же говорил, что не хотел бы этого сделать. Мне кажется, все-таки главной целью являлась другая для Путина.
он с помощью этой мобилизации пытается напугать. А пытается напугать кого? Пытается напугать не столько Украину, потому что Украину сейчас я не знаю, чем вообще можно напугать. Украину, украинское общество, украинские вооруженные силы, украинское руководство. Значит, надо напугать союзников Украины, партнеров Украины. И, собственно, для этого Путин совершает несколько шагов. Он совершил вот эту самую, объявил мобилизацию. Он провел эти 4 фальшивых референдума. Он заявил о присоединении этих оккупированных территорий к России. Он вновь возобновил угрозы с намеками на использование, возможное использование ядерного оружия. Он произнес 30 октября самую антизападную речь, какую только мог, когда бы то ни было, за весь его период, за 23 года, в течение которых он находится у власти. Да, 30 сентября во время подписания этих указов, да. Да, если вот вы посмотреть на этот текст, там же на самом деле про Украину очень мало сказано. Там очень немного. То есть, казалось бы, вот он 7 месяцев участвует в войне, ведет войну против Украины. Он столько всего сказал. До этого, например, прошлогодняя статья про единство русского, украинского народов, что украинцев таких нету, что это один и тот же народ. Ну, вы все это помните, да? Сколько он всего говорил другого в течение этой войны. И оказалось, что в этот ключевой момент, когда происходит присоединение, аннексия, попытка аннексии 4 вот этих оккупированных территорий, он практически ничего говорит про Украину. Он посвятил там чуть ли не 90% времени и сил на обличение Запада. Таким образом, он пытается с помощью, в том числе этой речи, обратить внимание, скажем так, мирового сообщества или тех сил, лидером которых он предлагает стать, предлагает себя в качестве руководителя, в качестве лидера, антиколониальные, антизападные силы во всем мире. То есть весь смысл вот этих последних его действий, начиная с 19 сентября, антизападный, не антиукраинский. Более того, в этом заявлении 30 сентября Путин впервые использует через запятую слово «украинцы». Говорит русские, запятая, украинцы. Тем самым полагая, что русские и украинцы – это разные народы. То есть полностью дезавуируя все свои выступления относительно единства русского и украинских народов, украинского народов в своих предшествующих выступлениях и статьях. Одновременно с этим он не использовал уже никаких заявлений про теперь цель в качестве денацификации Украины, демилитаризации Украины, денатоизации Украины. Никаких теперь возможностей на вступление Украины в НАТО нет. То есть основной, единственное направление тех действий Путина сейчас Запад. Чем какой Запад? Тот Запад, который может испугаться. Но мы понимаем, что и Борис Джонсон, и Ли Страс говорили, что если будет Путин использовать ядерное оружие, мы ответим. Украину испугать, в том числе и ядерным оружием, нельзя. Залужный в своей статье ответил, говорит, оценивать вероятность нанесения ядерного удара я не буду, мы не будем, своим коллегой с автором сказать, но мы должны быть готовы к любым вариантам. И мы готовы к любым вариантам. Что бы ни было, вооруженные силы Украины продолжат сопротивление, продолжат вести боевые действия. Украинское общество тоже не напугать. Украинское руководство не напугать. Поляков не напугать. Балтийцев не напугать. Кого можно напугать? Можно напугать только одного фактически человека. Руководителя Соединенных Штатов. А также, возможно, так сказать, руководителей Франции и Германии. Именно на них нацелено вот это давление, которое Путин пытается осуществить, запугать их массовой мобилизацией. Вот формально Шойгу сказал про 300 тысяч, но тут же из Кремля была совершена утечка о том, что якобы не 300 тысяч, а будет 1 миллион. Для кого? Украину пытаются запугать? Нет. Пытаются запугать Европу, пытаются запугать Запад, пытаются запугать Байдена. То есть цель заключается в том, чтобы использовать все эти инструменты, оказать давление
на западных партнеров Украины с тем, чтобы эти западные партнеры Украины оказали давление на Украину. С какой целью? Чтобы Украина села за стол переговоров. Главное, что сказал Путин в своей выступлении 30 сентября, я требую немедленно, чтобы Украина перестала вести военные действия и села за стол мирных переговоров. С Просто кем? каких-то переговоров. Ну, с ним, с Путиным. Ну так вышел Зеленский и сказал, с Путиным не сядем, с Это другим секундочку, это сядем. следующее. Нет, это следующее. Но сейчас мы говорим, что хочет Путин. Он говорит о том, что он хочет не просто переговоров по обмену военнопленными, по обмену Медведчуками или кем-то и чем-то еще. Он хочет мирных переговоров, то есть переговоров о достижении мирного договора, о достижении мира. 24 февраля у него были совершенно другие цели. Он обещал там показать, что такое декоммунизация, что такое денацификация, демилитаризация. Он сказал, ни в коем мере это недопустимо, потому что там угроза безопасности Российской Федерации. Он в речи 30 сентября ни слова не сказал о гарантиях безопасности для России. Вот просто нету их, вот они все исчезли. Больше его это не беспокоит. И у него нет никаких возражений ни относительно НАТО, ни относительно размещения ракет на территории Украины. Он ничего же про это не сказал. Его сейчас беспокоит только одно – мирные переговоры. Мирные переговоры с Украиной. То есть Путин оказался в состоянии отчаяния, просто вот отчаявшегося гражданина, которому сейчас вынь да положь, нужны мирные переговоры, нужен мирный договор. И контуры этой сделки он, собственно, обрисовал и 21 сентября в своем выступлении по поводу мобилизации, и 30 сентября в этих выступлениях. Ну вот, вы знаете, я бы, ну, понятно, что вы, дорогие друзья, давайте так сделаем. Вы можете подискутировать в комментариях над вот этим диагнозом, давайте я назову это словом диагноз, Путину. Вот это отчаяние, как диагноз от Андрея Ларионова. Почему я так, ну, где-то скептично, да, реагирую на вот именно это слово отчаяние? Потому что если бы это было бы отчаяние, то вряд ли бы присоединялись территории еще не захваченные. Вряд ли бы вот в этом же, ну, там, спиче про мирные переговоры ну, ребром не, скажем так, не становился вопрос о том, что вот эти вот все, даже не захваченные части украинских земель, мы вам не отдадим и обсуждать этого не будем. Ну, то есть Зеленского можно понять. Мы сейчас об этом, кстати, поговорим. То есть вот как ответил Зеленский, что мы будем говорить, но не с Путиным. Потому что изначально такие условия, как бы, мы готовы говорить о мире, я отчаянный Путин, предлагаю Киеву отчаянно капитулировать. Ну, по большому счету, так это и выглядит. Очень много несостыковок. Что вы думаете об ответе Зеленского в таком случае? Нет, вы знаете, Александр, вернемся к этому, потому Да, что критически да. к этому относитесь. А я вам, что вы меня спрашиваете, поэтому я говорю. Путин находится действительно в состоянии отчаяния, причем такого отчаяния, в котором он не находился никогда. А вот именно последние недели, можно сказать, те же самые 40 дней, в течение которых идет так называемое украинское контрнаступление, и оно не просто так называемое, то есть одно дело его назвать со стороны Украины, но сейчас у нас получаются данные, которые это подтверждают, что это действительно идет контрнаступление, но контрнаступление началось, когда оно началось, оно еще не свидетельство, оно не приводило к изменению линии фронта, но привело к изменению соотношения потерь между двумя сторонами. И поэтому это закладывало основы, базу для изменения соотношения сил и для того самого переворота, о котором мы говорили раньше. Это первое. Второе. Во время переговоров в Самарканде на саммите ШОСа руководитель Китая Си недвусмысленно заявил Путину о том, что ему, Путину, необходимо как можно скорее закончить эту операцию, эту войну. И затем то, что было сказано за закрытыми дверями, неоднократно уже подтвердили китайские представители, китайский МИД конкретными заявлениями. Именно в этом заключается позиция китайских властей.
Более того, 26 сентября представитель китайского МИДа публично заявил то, чего никогда не заявлял прежде. Он заявил, что Китай и Украина являются стратегическими партнерами. Такого не было никогда. Наоборот, 15 сентября, когда Путин встречался с Си, и Путин в своем выступлении, заглядывая в глазки, в глаза Си, рассказывал о том, насколько ему, Путину важно всеобъемлющее стратегическое сотрудничество с Китаем, и насколько он надеется и полагает, и вот мы все это делаем, на что Си холодно заметил, что у нас есть некие стратегические коммуникации по телефону, сказал Си, в таких областях, как спорт, отношения между отдельными людьми и на уровне провинций. Прямо скажем, издевательский ответ на многочисленные просьбы Путина. И в пресс-релизе и в заявлениях никакого ответа про стратегическое партнерство с Россией, с Путиным не сказано ни слова. Ни 15 сентября в Самарканде, ни в последующие 2 с лишним недели. Ничего этого нет. Вместо этого Китай демонстративно заявил о том, что теперь у Китая есть стратегическое партнерство с Украиной. Таким образом, Путин потерял важнейшего потенциального союзника, на которого он сильно рассчитывал и которого он потерял в одночасье. Кроме того, Путин потерял, совершенно ясно на наших глазах, следующего своего союзника – Иран. В Иране сейчас разворачивается революция, а уже теперь не только полиция, но и вооруженные силы переходят на сторону восставших, отказываются от выполнения приказов команд, руководства. И мы не знаем, к чему это приведет, но, по крайней мере, сейчас Ирану точно не до оказания военной помощи Путину. И, видимо, та партия дронов, которая Ираном была поставлена, это, видимо, последнее оружие, которое Иран в ближайшее время может... То есть он поставил, и в ближайшее время вряд ли он что-либо будет поставлять. Но таким образом, чисто военной точки зрения, он потерял одного союзника Ирана полностью и лишился другого потенциального союзника, на которого он рассчитывал. Плюс то соотношение сил, которое произошло на линии фронта, привело к тому, что Путин, рассчитывавший на длительную войну, на войну на истощение, в которой он полагал его преимущество, он буквально в течение 40 дней выяснил, что эта война на истощение приводит к тому, что он в ней проигрывает по сравнению с Украиной. В этих условиях, если он продолжает ту же самую ситуацию, он продолжает эту войну на истощение, это гарантия тотального проигрыша, тотального поражения. Поэтому в этих условиях единственный вариант для него – максимально повысить ставки и как можно скорее закончить войну на наиболее выгодных, благоприятных для него условиях. Именно поэтому ему необходимо максимально повысить ставки, запугать Украину или ее партнеров, или тех и других, для того, чтобы вырвать максимально благоприятные условия сделки. Именно поэтому он делает все, что он делает. Поэтому все то, что он делает сейчас, он делает от отчаяния. И судя по тому, как в последние 2 недели прорезались голоса на Западе, которые теперь требуют переговоров с Украиной, начиная там от генсека ООН Гутерриша до Папы Римского, до генерала Петреуса, бывшего директора ЦРУ, все требуют от Украины теперь переговоров. Я просто вижу в этом не что иное, как результирующие действий Кремля, который в отчаянии пытается использовать все возможные свои инструменты, всех свои ресурсы для того, чтобы вырвать согласие Зеленского и украинского руководства на мирные переговоры на максимально благоприятных для Путина условиях. Путин сейчас находится в абсолютно отчаянном положении. И сейчас, как бы так сказать, вот главный фронт дипломатической борьбы переместился, конечно, на берега Потомака, потому что чрезвычайно важно, чтобы крупнейший и важнейший партнер Украины в ключевом деле поставках
по поставкам вооружений ни в коем случае не изменил своей позиции, не отказался от этого, потому что в этом случае успешно развивающееся украинское наступление как непосредственно на линии фронта, так и в дипломатии, так и во всех остальных могло бы быть остановлено. Еще раз возвращаюсь к оценке. Сейчас совершенно очевидная ситуация, что Путин находится в отчаянном положении, и он пытается блефовать. Это один из его любимых инструментов – блеф. И этот блеф сейчас осуществляется на самом высоком уровне, именно для того, чтобы завершить вот эти военные действия на максимально благоприятных для него условиях. Можно такой личный вопрос? А когда вы последний раз, в каком году, напомните, вот так вот близко с Путиным, ну вот общались в одной комнате, в одном кабинете? Просто я хочу понять, ну, все равно, понимаете, как бы вы достаточно полный дали ответ на этот вопрос, но мне вот непонятна логика вот этого присоединения и целей Путина на этих территориях. Если это, почему я задаю именно вопрос о личном общении, когда, в каком году последний раз вы общались? Потому что, ну, это вот с человеком произошла метаморфоза, и это вот его каприз вот такой. Ведь совсем могло все быть по-другому. Они могли оставить только Донбасс и выторговать каким-то образом там юг, попытаться что-то поторговаться с Крымом, то есть умерить эти аппетиты. Мы видим, что задрана ставка и здесь по максимуму. Не только в ядерном оружии, не только там каким-то еще угрозам миллионной армии, а вот конкретно то, что могло бы даже чисто теоретически заинтересовать киевских властей. Вот поэтому мне интересно, это вот личное что-то у Путина к Зеленскому или у Путина в голове? Нет, смотрите, Александр, ведь это же совершенно стандартное, вообще абсолютно логическое поведение. Повышение ставок. Повышение ставок, то есть вот эти референдумы, вот это присоединение, это как раз повышение ставок в предстоящей торговле, как думает Путин, в предстоящей сделке. То есть он как бы набирает активы, он набирает козыри перед предстоящими, с его точки зрения, мирными переговорами для достижения этой мирной сделки. То есть он набирает то, что потом будет готов обменивать на и серьезные активы, которые... Именно поэтому он сейчас, перед тем, как вот вести эти переговоры, должен максимально повысить эти ставки. И он будет говорить, да, вот то, что он говорит, вот у меня прошли референдумы, вот там люди проголосовали, неважно, как они проголосовали, кто голосовал, не голосовали, вообще не имеет значения. Но в его сознании это козыри. Важно, чтобы с украинской стороны и с западной стороны эти козыри вообще не рассматривались не просто как козыри, как карты, как вообще что-либо существующее. Этого просто нет. Он пытается представить, что такие козыри существуют. Теперь будет, вот смотрите, надо же как-то будет разговаривать с этими людьми, надо как-то их успокаивать, мне надо как-то будет с этими. Важно, чтобы другая сторона ни в реальных военных действиях, я думаю, что сейчас никаких мирных переговоров вести ни в коем случае нельзя. Ну и даже тогда, когда они будут вестись, когда вся территория Украины будет освобождена от оккупационных войск, вот такого рода аргументов в принципе бы не было. Но в его логике это очень важный аргумент, это очень важный козырь, которым он пытается сейчас размахивать и говорит, смотрите, вот какая ситуация. Ну, просто я вас понимаю, но и вы меня поймите. Козырь размахивать, которыми можно было, это провести референдум, там подписать договоры вот эти, и, собственно, ждать голосования в Госдуму, ждать Совета Федерации, а не судорожно менять Конституцию целой Российской Федерации. Поэтому тут как бы есть ли смысл вообще любых торгов после того, что сделал Путин? Нет. Путин-то полагает, что нет, смысл-то как раз и есть, поэтому он и запугивает, пытается запугивать, говорит, смотрите, а вот если мы сейчас не договоритесь, то будет еще хуже, а вот у меня есть еще ядерное оружие, а у меня есть еще что-то и так далее. В этом заключается его поведение, его стиль в течение всех предшествующих 2 десятилетий. Именно так себя и вел. И, кстати, именно таким же образом он вел и в 2014 году по отношению к ДНР, к ЛНР, по отношению к Крыму. Но
это его поведение, это он таким образом. То есть, он говорит, вот не только проведено референдум, не только принято решение Госдумы, не только теперь еще изменена Конституция. Смотрите, сколько мне нужно всего сделать для того, чтобы вернуться. То есть, говорит, смотрите, как мне... Если партнеры, западные партнеры, если Украина хоть в какой-то степени принимает эту аргументацию, дело проигрышное. Потому что они начинают воспринимать вот эти все фальсифицированные мошеннические действия как за реальную монету принимать. То есть, как бы вот то, что называется, нарезанную бумагу воспринимает как за реальные деньги. Нет, это резанная бумага, и надо в лицо всегда и говорить. Это резанная бумага, которая не имеет никакой ценности. С самого начала и до самого конца. И не все эти референдумы, 4, не так называемый референдум крымский или там севастопольский, никакие там ни ДНР, ЛНР, никакие Минские соглашения. Это все резаная бумага. Под этим нет никакого основания, ни юридического, ни легального, ни правового. Вообще никакого нет. Ценности этому никакой. И вообще обсуждать это, рассматривать ни в коем случае нельзя. В этом была, кстати, принципиальная ошибка украинских властей в 2014 и 2015 году, которые заключили Минское соглашение 1 и Минское соглашение 2. Потому что вот эту резаную бумагу под названием Минск-1, Минск-2 украинская сторона воспринимала как реальный документ. Более того, как мы хорошо помним, тогдашний украинский президент дал согласие на то, чтобы это Минское соглашение было отправлено в Организацию Объединенных Наций. Там было принято в качестве соответствующего документа, парафировано, естественно, что Путин и делал, для того, чтобы он превращал вот эту резаную бумагу в реальный актив. В актив, которым он потом торговал и 8 лет угрожал, блефовал, торговал с Украиной, с украинскими партнерами, что нужно сделать уже с Украиной, с украинской конституцией, как изменить политический режим в Украине, пользуясь вот этой самой резаной бумагой. А это очень классный перевертыш. Теперь получается, Украина, вместе с западными партнерами, в случае военного успеха и продвижения еще дальше, будет диктовать Путину, что надо будет делать с российской конституцией. Это вот очень интересный такой, зигзаг истории. Это да, но в принципе Украине даже не надо диктовать ничего, просто это дело, собственно говоря, самого Путина, который просто превратил российскую конституцию в ту же самую резаную бумагу. Потому что вот после того, что Путин сделал, и с точки зрения присоединения, так сказать, аннексии в кавычках Крыма и Севастополя, он просто превратил российскую конституцию в резаную бумагу. Затем он сделал вот эти изменения в конституцию в 2020 году, называемое голосование на пеньках, со всем мусором и безобразием, которое вовлечено в конституцию. И теперь он предполагает, что это будет еще сделать с 4 этими, так сказать, так называемыми обрубками, оккупированными территориями Украины, якобы включенными в российскую территорию. Все это привело к тому, что ценность документа, который раньше назывался Российская Конституция, сведена к нулю. Это означает просто задача для российского общества и следующего поколения российских политиков, просто важная, необходимая задача создания новой Конституции, потому что эта Конституция, в кавычках, которая Российской Федерации, превращена в резаную бумагу. Вот здесь мы подходим. И поэтому нужно будет ее менять. Это просто задача для российского общества. Понятно, что вот эти все решения, якобы решения, которые приняты по аннексии 4 регионов сейчас, по аннексии Крыма и Севастополя, по изменениям там роли президента, потом вписание какой-то там государствообразующей нации, весь мусор, который был внесен в 2020 год, она полностью девальвировала этот документ. Применить его никуда нельзя. Он не имеет никакого смысла, никакого значения, никакой силы. Поэтому это просто очень серьезная задача для российского общества, для российских активных граждан. Что делать, как создавать новую конституцию России, что туда войти, каково должно быть место исполнительной власти, какое место должно быть законодательной власти, какое место должно быть спецслужб, какое место должно быть армии, как не допустить узурпации государственной власти тем или иным гражданином или той или иной группы, которая узурпация этой власти приводит к уничтожению и Российской Федерации самой, и граждан Российской Федерации, и граждан других стран, соседних стран, которые проводятся вот такими узурпаторами. То есть огромная задача перед завтрашней Россией.
Изменение Конституции приведет к распаду России? Вы понимаете, мы являемся как бы жертвами той мантры, которые нас еще учили в Советском Союзе, многих из нас, кто еще помнит это, а потом в России, по поводу так называемого распада СССР и потом распада России. И нас воспитывали, причем это произошло не только в нынешней России, даже не только в нынешнем Советском Союзе, но еще даже в Российской империи, когда в качестве высшей ценности для тех людей, кто оказался на территории, соответственно, нынешней Российской Федерации, бывшей Советского Союза, бывшей Российской империи, воспринималось самым опасным распад. Это не опасно? Просто это ложная цель. Это абсолютно ложная цель. Вот самая важная цель – это жизни людей. Жизни людей, благосостояние людей, успех людей. Вот смотрим, например, важнейший документ Соединенных Штатов Америки, вот для всех посмотреть, это Декларация независимости Соединенных Штатов Америки 4 июля 1776 года. Какая цель? Говорит, главная цель – это жизнь, жизнь, свобода и стремление к счастью. Жизнь человека, свобода от кого? Человека, стремление к счастью человека. Вот три важнейшие цели. О территории вообще нет никакой роли, никакого разговора. История России была другой, и поэтому российскому населению и населению Российской империи, населению Советского Союза внушалось в течение многих поколений ложная, абсолютно ложная, неверная мысль об опасности распада. Всем хорошо известно, и уже, так сказать, последние 1,5 столетия европейской истории, не только европейской истории, что наиболее удобным, эффективным, качественным способом существования человеческих сообществ является существование в рамках национальных государств. Это более удобным, более выгодным, более безопасным для тех или иных сообществ. В каждом случае это развивается индивидуально. Некоторые этнические сообщества способны жить друг с другом, некоторые не способны. Некоторые конфессиональные сообщества способны жить друг с другом, некоторые не способны. Вот заставьте, пожалуйста, армян и Азербайджан жить в рамках одного государства. Возможно это? Мы знаем, нет. Заставьте, пожалуйста, евреев, израильтян жить вместе с арабами в одном государстве, объединяющем там, допустим, вот соседние там с какой-нибудь Сирией, с Ливаном. Невозможно. И не нужно этого делать. Заставьте там, например, косоваров жить вместе с сербами в одном государстве. Невозможно. А русских и украинцев? Это делать. Украинцы ушли, выбрали свой путь в 91 году. И, собственно, и украинцы, и россияне разошлись. И в течение 30 с лишним лет жили каждый по-своему, строя по-своему свой образ жизни. И можно строить разные образы жизни, сохраняя нормальные отношения, в том числе даже и дружеские отношения, и торговлю, и коммерцию, и так далее. Для этого не обязательно, вовсе не обязательно, создавать единую крышу. Или там, как Путин неоднократно нам рассказывал о том, что нужно, чтобы был единый князь. Единый князь это было в другом времени. Можно нормально жить разными государствами и не воевать друг с другом. Сохранять жизни и граждан соседнего государства, и свои собственные. Поэтому сейчас видно, что сегодня вообще сам разговор о жизни под одной политической крышей Украины и России в принципе невозможен. Если еще там 10 лет тому назад была какая-то часть и украинских граждан, и российских граждан, которые в принципе рассматривали эту возможность. Но вот после всего того, что произошло сейчас, это вообще с повестки дня ушло, и ушло, с моей точки зрения, навсегда. И главным автором того, что это ушло с повестки дня, является, конечно, Путин. То есть вот тот, кто убил теоретическую, потенциальную вероятность когда-либо иметь какие-то там общие структуры, неважно какого рода, самые пусть мягкие варианты
совместного сосуществования Украины и России в рамках единой политической структуры, даже не будем говорить государства, а единого какого-то альянса, союза и так далее, это убито Путиным. И Путин в этом смысле является главным могильщиком потенциального на перспективу какого-либо существования, совместного существования Украины и России. Поэтому сейчас Украина и Россия, безусловно, будут существовать раздельно. Может быть, когда-нибудь какие-нибудь поколения, о которых мы сейчас даже представить не будем, придут к каким-то другим мыслям. Но бессмысленно сейчас это обсуждать. Но на обозримую перспективу это невозможно. А вот здесь просто в качестве уточнения, смотрите, теперь, безусловно, здесь сложно с вами не согласиться по поводу русских и украинцев, россиян и украинцев, а россиян и белорусов. Смотрите, тут уже зависит от взглядов и подходов разных людей, поэтому с моей точки зрения, даже нынешняя Россия сейчас является слишком очень большой страной. И на территории России существует ряд этнических, конфессиональных обществ, которые хотят и стремятся к самому самостоятельному существованию. Если спросить белорусов, то, насколько я понимаю, что и у белорусов большинство выступает за самостоятельное отдельное существование от России. Никакой необходимости для повышения благосостояния российских граждан, даже с российской стороны, скажем, если взять те же самые американские цели, жизнь, свобода, стремление к счастью, нет никакой необходимости для того, чтобы объединяться с Беларусью или присоединять Беларусь. Нет никакой необходимости. Улучшайте положение у себя, развивайте экономику, стройте эффективные институты, избавляйтесь от коррупции, избавляйтесь от таких вот извергов, которые оказались в руководстве страны, которая занимается уничтожением себе подобных в соседних государствах и на территории России. Это гораздо более серьезная задача, чем захватывать ту или иную другую страну. Да, но вы же понимаете, почему я спросил про Беларусь. Нападение со стороны Беларуси, многие эксперты предсказывают чуть ли не теми же тропами, что и в конце февраля. Некоторые говорят о другом сценарии, каком-то сценарии отрезания через Волынь, через Ровненскую область, Западная Украина от Центральной, даже такие мысли звучат. Как вы думаете, вот просто в качестве прогноза для того, чтобы завершить нашу беседу, Одесса или вот это разрезание, удар снова на Киев или разрезание территории Украины со стороны Беларуси, используя эту страну как плацдарм. Это все еще на столах у Путина в качестве вариантов действий, предложенных военным или каким-то другим руководством России? Мне кажется, это тоже является частью того же грандиозного суперблефа, который Путин осуществляет с 19 сентября. Это попытка оказания давления частично на Украину, частично на партнеров Украины для того, чтобы сделать Украину более сговорчивой в деле заключения сделки по признанию аннексии вот этих территорий или торговли этими территориями для того, чтобы сдать эти территории, но оставить, допустим, Донбасс и Крым в рамках, предстоящей сделки. Это, я даже более того скажу, это еще первая попытка. Это, как говорят спортсмены, первый подход. Таких попыток будет еще немало. Но вот то, что мы не видим за вот этими разговорами про то, что будет нападение со стороны Беларуси, мы не видим реального потенциала. Реального потенциала сейчас мы не видим. Мы не видим, объявленная эта мобилизация, вы сами сказали о том, насколько, скажем так, странно, мягко говоря, она проводится. Что огромное количество людей смогло уехать из страны, и границы не были закрыты. Главное дело даже не в этом. Главное в том, что не проводится экономическая мобилизация. Не проводится. Ее нет, примеров нет никаких подтверждений. Не проводится финансовая мобилизация. Понимаете, для того, чтобы... мы все выросли на истории Второй мировой войны, на истории Советско-германской войны, германо-советской войны.
Все учили в школах, как проводилась мобилизация, когда Советский Союз вел войну против Германии. Мобилизации и человеческих ресурсов, и военных ресурсов, и экономических ресурсов, и транспорта, и промышленности, и всего. Уже ничего нету в России. Даже достаточно посмотреть на, пусть они формальные, пусть они не полные, не точные, но данные о военных расходах в нынешней России. Это не расходы страны, ведущей крупномасштабную войну. Поэтому все вот то, что мы сейчас видим в последние 2 недели со стороны Путина, все это имеет очень отчетливый привкус грандиозного блефа. Да, за этим стоят судьбы людей, судьбы тысяч, десятков и сотен тысяч людей. И нельзя исключить того, а можно сказать, есть высокая вероятность того, что значительная часть из этих людей, которые сейчас мобилизованы, будут брошены в топку войны и будут уничтожены, погибнут в этой войне. Да, этого нельзя исключить, и, скажем, вероятность этого чрезвычайно высока. Тем не менее, в целом это все создает впечатление грандиозного блефа, нацеленного с точки зрения Путина на скорейший переход к мирным переговорам с Украиной, достижение сделки на наиболее благоприятных для него условиях. И мне кажется, сейчас слово как раз за Украиной, слово за украинским руководством, слово за вооруженными силами Украины. Сейчас возникло впервые за эти 7 с лишним месяцев последней стадии войны и за 8 с лишним лет в целом российско-украинской войны, начатой в феврале 2014 года, когда у Украины действительно появился реальный, серьезный шанс на полную деоккупацию всех оккупированных украинских территорий, на восстановление суверенитета, украинского суверенитета над всей территорией Украины в соответствии с международно признанными украинско-российскими границами и на получение реальной гарантии безопасности Украиной от возможных будущих вторжений со стороны России. И эти гарантии заключаются не в бумажках, которые напишет там Расмуссен или кто-то еще там из этого. Эти гарантии заключаются в эффективных вооруженных силах Украины, которые сейчас уже есть и которые демонстрируют свою эффективность. Эти гарантии заключаются в создании эффективного военно-промышленного комплекса Украины, который будет способен самостоятельно производить значительную часть необходимого вооружения, боеприпасов для украинской армии. Эти гарантии будут заключаться в заключении двусторонних и многосторонних соглашений по безопасности с партнерами, союзниками Украины, включая и вступление в НАТО, о чем в очередной раз сказал президент Зеленский. И это будет сюда, к этим же гарантиям будет относиться и также приобретение дальнобойного оружия, включая те самые ракеты, о которых писали генералы Залужный и Забродский, которые будут действовать на расстоянии более чем 2000 километров и которые будут представлять собой необходимое оружие возмездия. Или против оружие... потенциального агрессора. Агрессор будет знать, что любая попытка вторжения на территорию Украины обернется очень тяжелыми последствиями для агрессора. Вот что является действительной гарантией безопасности Украины. И вот сейчас, прямо можно сказать, в последние 40 дней, вот контуры обеспечения вот этих гарантий безопасности для Украины в среднесрочной перспективе действительно стали проявляться. Чрезвычайно важно, чтобы сегодняшнее украинское руководство и все украинское общество не упустили этот уникальный шанс. Да, я благодарен вам, Андрей Николаевич, за эту беседу. Это действительно стоит послушать, пересмотреть. Вот эти 40 дней Путина, но не в том смысле, в котором все могут понять, а в том смысле, в котором мы вот уже там больше часа общаемся. Я думаю, что стоит проанализировать, и мы будем возвращаться еще к этому разговору, потому что то, что начиналось с выкладок арифметических, закончилось уже такими очень серьезными такими целями,
на большую перспективу, большой успех Украины и вооруженных сил Украины в будущем. Спасибо вам большое, Андрей Николаевич, за этот разговор. Спасибо вам, Александр. Друзья, подпишитесь, пожалуйста, на канал, поставьте лайк, конечно же, и самое главное, берегите себя. Увидимся обязательно. До скорого.